Здравствуйте, канал Masters of Body снова с вами. Итак, подошел к концу наш период реабилитации и восстановления, и заканчиваем мы этот период, конечно же, тренировкой рук, бицепса и трицепса. Высокая интенсивность, небольшие веса, щадящая работа для сухожилий и суставов и, как следствие, хороший, приятный результат. Поехали! Первый суперсет в нашей сегодняшней программе – это разгибание с канатом на блоке и бицепс с гантелями, стоя поочередно. Почему канат, почему блок? Для начала локти нужно хорошенечко разогреть. Почему канат? Канат дает большую амплитуду, прорабатывает как наружный, так средний, так и внутренний пучок. Вверху у нас кулаки хорошо сходятся, внизу канатная рукоять расходится. Поэтому задействуется весь трицепс относительно небольшим весом при такой хорошей амплитуде. И опять же, щадящая работа для локтя. Для первого упражнения очень хорошо, очень полезно. Вторая часть суперсета – подъем гантелей на бицепс поочередно. И обратите обязательно внимание с супинацией, с красивой. Итак, почему гантели? Ну, естественно, свободный вес, то есть работа более щадящая, чем со штангой, и более вариативная за счет супинации. Также задаем хороший базис, включается предплечье, то есть эффект тот же, как и от работы со штангой, то есть это практически базовое упражнение на бицепс. Опять же, левая рука, независимо от правой, правая от левой, то есть задаем, разгоняем работу, поэтому вес не сильно большой, так как амплитуда огромная, но эффект очень-очень сильный, от любого массонаборного упражнения. Для начала тренировки очень хорошо, очень полезно. Второе упражнение нашей сегодняшней программы – это французский жим с гантелью сидя. Из-за головы, естественно, одной рукой поочередно. Значит, смотрите, мы сели вот на такую скамейку. В данный момент это скамья скотта, может быть просто короткий стульчик, который хорошо поддерживает спину, то есть не будет нагрузки на поясницу, в отличие там сидения на простой горизонтальной скамье. Если вы сядете на регулируемую скамью, она будет вам упираться в затылок, тоже возможно будет мешать. Нам надо это свободное пространство. Второй момент. Почему именно это упражнение? Очень часто, когда люди делают именно французский жим одной гантелькой, в конце тренировки концентрации не хватает, чтобы сделать действительно качественно это упражнение. В чем плюс этого упражнения? Это самая большая возможная амплитуда для трицепса. Все остальные упражнения, даже двумя руками в этом же варианте, французский жим лежа классический, будут иметь меньшую амплитуду. Поэтому изначально берем податливый вес, чтобы хорошо прочувствовать трицепс, сделаем не меньше 12 повторений. И сейчас я обращу ваше внимание на некоторые нюансы техники, которые вам позволят не травмировать локоть и проработать полностью трицепс. Андрей, начинаем. От самого его
нижнего крепления, вот откуда начинает работать именно в этом упражнении, и естественно к верхнему. Значит, обратите внимание, какие делают ошибки. Руки уводят за голову, куда-то непонятно куда, это не совсем правильно. Предплечье, вот, оно должно идти параллельно затылку. Это раз. Второй момент, кулак, кисть. Она ни в коем случае не гуляет и ничего не помогает. То есть работает локтевой сустав, пым, и кулаком в небо. Раз, два, три, четыре. Далее, еще один момент. Кулак не выворачиваем, мышцы предплечья не подключаем. Он ровный, как при ударе в боксерскую грушу. Раз, два, три, четыре. И, естественно, локоть в сторону мы никуда не отводим. Мы держим его параллельно. Вторая рука, можно держаться за низ скамьи, чтобы тело не шаталось. Ни в коем случае, Андрей, покажи, как не надо делать, как за руку хватаются. Вот, ни в коем случае не суйте никуда руки, это полная ерунда, не вздумайте этого делать. Вы держите изначально правильный податливый вес, делаете правильно, вам вторая рука не нужна. Добавляйте концентрацию. Итак, поехали, работаем. Раз, два, раз, два. Полная амплитуда выполняется, как я уже сказал, от 12 до 15 повторений. И сейчас еще вам покажу один нюанс. Когда вы сделали, опять же, мы начинаем с левой руки, с более слабой, потому что правая зачастую делает больше, поэтому делаем количество и вес левой, а потом более сильную подстраиваем под слабую. Допустим, закончили, поставили, и не хватайтесь сразу второй рукой делать. Сделайте хотя бы 3 глубоких выдоха. Пусть голова немножко остынет, чтобы у вас была достаточная концентрация для выполнения второй рукой. Это все-таки почти 2 маленьких отдельных подхода, и небольшой промежуток отдышаться вам не помешает. Правая рука, ну, более сильная, у кого правая, у кого левая, как правило, делает это упражнение более увереннее, полегче, поэтому она за своей более слабой сестрой приглядывает. Следующий момент. Смотрите, очень часто бывает такая ситуация, когда один вес слишком легкий, буквально там 6 килограмм, а 7 слишком тяжелый. Как быть в такой ситуации, как здесь отработать хорошо? Мы используем принцип не понижения весов, а принцип понижения повторений. Допустим, в первом подходе вы хотите проработать все-таки хорошим весом, делали по 12 раз каждой рукой. Левая, отдых, правая, отдых. Пока вы делали правой, левая своего рода уже немножко отдохнула, и вы можете продолжать делать этот памп, сохранять этот налив, но уже сделать не по 12, к примеру, по 9 раз. В итоге суммарный объем работы достаточно хорошим весом. Если упражнения делаются не в начале тренировки, а в конце, можно брать больше вес. Выполнить также по 10, потом по 6, потом по 3 повторения. Вы отдыхаете, делаете качественно. В итоге получается сумма в 15-18 повторений, что будет вполне достаточно, чтобы хорошо прокачать ваш трицепс по всей его длине и сделать его красивым, как у Андрея. Итак, суперсет, который мы сейчас сделаем, это бицепс со штангой стоя узким хватом и обратное отжимание. Начинаем. Значит, смотрите, почему узкий хват?
чем уже хват, получается, опять же, длинная амплитуда, соответственно, чуть-чуть меньше рабочий вес. То есть, опять же, рабочий вес щадящий, так как у нас период реабилитации и восстановления. Стоим ровненько. Почему узкий хват? Это вам покажет следующее упражнение, там будет совершенно другой хват. То есть накладываем две разных амплитуды, поэтому вес небольшой, упражнение одно из основных для бицепса. Хорошо прорабатываем наружную часть, вот она красивенько подсекается. И если получится, Андрей широкий, а так не у каждого, руки держим перед собой. Покажи, Андрей, как будто ты чуть выровняйся. Вот. То есть своего рода парту имеем под локтями. Это и не изоляция, но и в то же время позволит вам избежать ненужного читинга. И вторая часть суперсета – обратное отжимание. Начинаем. Оно предшествует следующему упражнению. Опять же, пока мы не сильно устали, мы можем хорошо выцеливать трицепс именно в этой технике, в этой интерпретации. Обратите внимание, он очень сильно загружается, но так как мы контролируем весь процесс сверху донизу, локти не испытывают каких-то серьезных проблем. И после этого упражнения, когда мы дойдем до французского жима, мы будем хорошо разогреты. Французский жим будет делаться также с небольшим весом, на том базисе, который мы задаем именно сейчас, именно этим упражнением. Кому легко делать, ноги ставим подальше. Кому сильно тяжело, ноги можно поставить поближе. Поэтому это упражнение подходит практически всем. И профессионалам, и новичкам, и людям среднего подготовленного уровня. То есть всем подходит. Отличное упражнение для реабилитации и восстановления. Завершающий сет сегодняшней тренировки – это французский жим лежа. Мы берем удобный гриф, удобный хват. Мы с Андреем решили взять EZ-гриф, узкий хват, но вы можете взять прямой гриф, любую штангу, лишь бы вам было удобно. Теперь, смотрите, после предыдущих упражнений трицепс хорошо разогретый, и нам нет необходимости брать огромный вес именно в этом упражнении. Плюс, чтобы избежать больших весов, мы делаем траекторию более фиксированную от лба. То есть не даем растяжку и разгон грифа за голову. Поэтому работа получится опять же небольшим весом. Можете бинтовать локти, можете налокотники использовать. И все-таки это свободный вес, все-таки это основное упражнение. И трицепс в конце, если вдруг где-то он в предыдущих упражнениях не доработал, он получит свою пиковую точку, максимальную загрузку и максимальную нагрузку. Вес регулируйте в каждом подходе, от подхода к подходу. Да, основное чуть не сказал. В каждом суперсете, в каждом упражнении выполняем где-то по 3 подхода, 10-15 повторений. И вот так красивенько мы его отрабатываем. И сейчас перейдем к следующему упражнению. Вторая часть суперсета – это подъем гантелей на бицепс. Делаем мы его на скамье. В данном случае мы выбрали приблизительно 40 градусов. Это небольшая изоляция и в то же время свободный вес продолжает воздействовать на бицепсы. Берем не сильно большие гантели и выполняем их с развернутыми руками. Замену исходное положение. Кисти изначально развернуты, то есть внутренняя часть бицепса уже находится в напряжении. Почему так? Смотрите, вначале мы делали супинацией. Покажи, Андрей, как мы делали вначале. Супинацию. Раз, два. То есть проработали пучок по красоте, так сказать. Дальше. Второй подход у нас был узким хватом. Это нечто сродни молотку. Чуть-чуть разверни. То есть также было задействована
наружная часть. И теперь мы сели, откинули, прижали спину, растянули внутреннюю часть бицепса. И вот в таком постоянном напряжении он будет сокращаться. Начали. Раз. Он внизу практически не расслабляется. Та же следует у нас история. То есть вес небольшой, но это свободный вес. Это максимально возможное воздействие на бицепс и с небольшой изоляцией. Таким образом мы завершаем его грандиозную проработку сегодня. Ну а вы уже гантелями регулируете, сколько вам брать, сколько повторений, 10 или 12 вы сможете сделать именно в таком варианте. Итак, друзья, подведем небольшие итоги, что мы сегодня сделали. Значит, смотрите, на трицепс мы сделали разгибатель на блоке канатом, то есть проработали, разогрели максимальной амплитудой, щадящим весом и прокачали весь трицепс, то есть от внутренней части до наружной. Потом мы перешли к французскому жиму гантели из-за головы, то есть опять же сделали максимальную амплитуду небольшим весом, локти были в порядке. Потом мы сделали обратное отжимание. Это уже было, можно сказать, базовое упражнение. Трицепс получил колоссальный налив и предварительное утомление. И в конце концов мы все-таки использовали французский жим лежа, но уже небольшим весом, что опять же позитивно для наших суставов. Но в то же время мы продолжили его уничтожать, убивать. И в итоге получили 4 упражнения, колоссальный объем работы, но небольшими весами. С одной стороны не тяжело для суставов, с другой стороны полезно для мышц. Теперь по бицепсу. Значит, первое упражнение мы задали работу всю, благодаря особенно супинации, свободному весу в положении стоя. Сделали. Второе упражнение. Бицепс со штангой стоя. Опять же, это был узкий хват, небольшой вес, но большая амплитуда и свободный вес. То есть хороший результат. И в конце сейчас вы увидели, как мы хорошо прокачали внутреннюю часть. Опять же, немножко изолировали его работу. То есть пробили по всем фронтам все точки. Веса были небольшие, налив большой. Смотрите, то есть наливчик классный, как практически в маслонаборной тренировке. В итоге что мы получили? Закончили период восстановления и реабилитации в нашей годовой периодизации тренировочного процесса. То есть показали руки. В следующих выпусках мы покажем, немножко поговорим о здоровье. И в дальнейшем перейдем к следующему этапу. Это массонабор. Будем готовиться к лету. Поговорим немножко о витаминах, ну и о здоровье в целом. В общем, вот такие вот планы на ближайшее будущее. С вами был канал Masters of Body. Мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность для нашей съемки. Константин. Ставьте лайки, подписывайтесь, будьте всегда с нами. Константин. Андрей, Дмитрий. Дмитрий Журавель. До новых встреч! В эфире! Йоу!